Привет, друзья, это майор в отставке. Для тех, кто забыл или для тех, кто случайно напоролся на это видео, напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства путинского. Чуть более месяца назад в России закончились так называемые выборы. Я не буду сейчас уделять много внимания тому, почему их нельзя называть выборами и почему Путин перестает быть легитимным президентом России, поскольку о причинах этого я уже рассказывал ранее в своих предыдущих видеороликах, а также у себя в телеграм-канале, ссылка на который, кстати, есть в описании к этому видео. Кроме того, несколько дней назад Европарламент уже официально большинством голосов признал Путина нелегитимным президентом, осознанно не употребляя слово «президент» по отношению к нему. То есть все, Путин теперь перестает быть президентом. Он теперь не президент. Мы видим, как вполне справедливо и ожидаемо Путин становится политической пустышкой на мировой арене. Никем и ничем, просто тыквой. Но, к сожалению, эта тыква теперь представляет серьезную глобальную угрозу. Путин из вора и убийцы стал военным преступником и международным террористом, который в настоящее время является опасным, самым опасным из тех, кого мир знал до этого, поскольку он обладает ядерным оружием и армией, состоящей на большую свою часть из обыкновенных маньяков и убийц. Если Путин террорист, то и относиться к нему, а также поступать с ним нужно соответственно. Об этом я и хочу поговорить сегодня. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и поделитесь им, если это безопасно для вас. И не забудьте подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. С террористами, как вы знаете, поступают несколькими способами. Их либо арестовывают, а затем судят, либо, если не получается арестовать, ликвидируют и мочат, как говорил один персонаж, в сортирах. При этом очень часто за информацию о местонахождении опасных террористов, которая поможет их арестовать, либо ликвидировать, назначают очень большую награду. Это не подарок и не суперприз, как в какой-то игре. Денежное вознаграждение призвано стимулировать окружение таких опасных террористов, приближенных к телу, к принятию мер, направленных на устранение опасной угрозы. Выдать, например, значимую информацию о них, либо предпринять более решительные и активные действия, что в итоге приводит к изоляции или ликвидации их главаря, опасного террориста. Давайте, например, вспомним известных нам, известных всему миру международных террористов, о том, что помогло их отстранить от работы, о наградах, которые были за них обещаны и во многих случаях выплачены. За информацию о Халиде Шейхе Мухаммеде, одном из организаторов терактов 11 сентября, власти США обещали $25 миллионов. В 2003 году он был арестован спецслужбами Пакистана и переведен в США, где признался в десятках терактов, в том числе взрывах американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году и подрыве эсминца в Йемене в 2000 году. С 2006 года террорист находится в тюрьме Гуантанамо. Награду получил гражданин Египта, передавший информацию, которая способствовала поимке Мухаммеда. Также он получил дополнительные $2 миллиона на переезд в США. За помощь в поимке бывшего президента Ирака Саддама Хусейна американское командование в Ираке обещало награду в $25 миллионов. В 2003 году Хусейна нашли благодаря информации жителя Тикрита, родного города Хусейна, где тот скрывался. Спустя 3 года Хусейн был казнен по приговору суда. В 2007 году за помощь в поимке лидера террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена США объявили награду в $50 миллионов. В мае 2011 года президент США Барак Обама сообщил, что террорист был ликвидирован спецназом США в Пакистане. После ликвидации бен Ладена Аль-Каиду возглавил Айман аз-Завахири. За помощь в его поимке была обещана награда в $25 миллионов. В 2013 году США объявили награду в $7 миллионов за информацию, которая могла бы привести к поимке лидера исламистской группировки Боко Харам Абу Бакара Шикау.
Он в итоге не выдержал и сгорел на работе в 2021 году. В 2015 году ФСБ объявила вознаграждение в $50 миллионов за информацию, которая поможет привести к поимке террористов, причастных к взрыву самолета Airbus A321 российской авиакомпании «Когалым Авиа» над Синаем в том же году. Тот теракт унес жизни 224 человек. В итоге в ходе расследования были задержаны 17 человек. За информацию о местонахождении лидера террористической группировки «Исламское государство» Аль-Багдади США предлагали награду в $10 миллионов. В итоге в 2019 году спецназ загнал его в тупиковый туннель, где тот и самоотстранился от работы. И это далеко не весь список, но теперь давайте вернемся к главному террористу, к Путину. Действия Путина абсолютно неотличимы от действий обычного международного террориста. Руководителя какой-нибудь террористической организации, чьи имена я назвал только что. Путин примерно таким всегда и был. Вспомните, например, рязанский сахар. Просто он, наверное, скромничал. Сейчас Путин убивает мирных граждан на территории Европы. Его армия стирает целые города с лица земли. По его указанию осуществляется самый настоящий террор на территории Украины. Путин, как и положено террористу, в прямом смысле слова берет в заложники политиков, активистов, журналистов, граждан других государств, отправляя их по выдуманным незаконным обвинениям в тюрьмы в целях добиться выполнения своих политических требований. Неудивительно, ведь настоящим политиком он никогда не был. Подавление свободных СМИ, пропаганда и физическое устранение своих политических оппонентов – только это всегда было для него инструментом политической борьбы, но не знания и не разум, и тем более не политический опыт. Некоторых заложников он, как и положено террористу, казнит прямо в тюрьме. А на днях Financial Times опубликовала статью со ссылкой на разведсообщество о том, что российские власти планируют устроить серию диверсий и терактов в Европе. В планах взрывы и поджоги критической инфраструктуры. При этом жертвы среди мирного населения руководство России абсолютно не волнует. В прошлом году в отношении Путина уже был выписан ордер на его арест за совершение военных преступлений в Украине. А в этом году ожидается создание специального военного трибунала, фигурантами которого как раз и станут Путин и его окружение. Путин уже официально признанный военный преступник, и, кроме того, его действия вполне точно содержат в себе признаки, которые дают законные основания квалифицировать их как международный терроризм, а самого Путина определять как международного террориста и присваивать ему такой процессуальный статус. Недавно, как я уже сказал, Европарламент отказался считать Путина президентом, а сегодня, 7 мая, официально заканчивается его последний срок на посту президента. И с этого дня его можно называть не президентом, а незаконно удерживающим пост президента России, добавляя к этой новой должности слова «военный преступник» и «международный террорист». Учитывая все это, я считаю, что международному сообществу было бы правильным действовать в отношении Путина не только как в отношении военного преступника, ожидая, когда же там сработает ордер на его арест, но и так, как обычно действует в отношении опасных международных террористов. Что я имею в виду? В окружении Путина есть люди, и я думаю, что их большинство, которые, если бы их ватный фюрер ушел, заболел, сел, умер или был бы убит, радовались бы так, как дети радуются новогоднему подарку. Есть, разумеется, куча сотрудников ФСО, приближенных к телу, так как никто другой, и при этом еще имеющие оружие. Среди ФСОшников, скорее всего, мало сторонников ухода деда на пенсию, так как отбор туда и проверка ведется особым образом. Хотя кто его знает, если вы помните, в 2020 году по СМИ прошла новость о том, что на территории Кремля якобы с помощью своего табельного оружия покончил с собой сотрудник ФСО из подразделения, отвечающего за личную охрану Путина. Может, это была неудачная попытка избавиться от ватного фюрера, но герой потерпел неудачу. Вполне возможно. Странно слышать о самоубийстве ФСОшника из такого подразделения на рабочем месте в Кремле, поскольку, скорее всего, каждый раз перед заступлением на службу, перед каждой сменой их проверяют и тестируют психологи. Но есть и другая категория допущенных к телу. Есть куча врачей, которые заботятся о здоровье опасного пациента, и от которых в прямом смысле зависит жизнь Путина. Есть повара, которые имеют доступ к его желудку, есть
Люди, которые занимаются обслуживанием его самолета, кортежа, поезда, другого его транспорта. Есть, в конце концов, люди, которые занимаются обслуживанием его унитаза и чемоданчика для фекалий. Я думаю, что в отличие от сотрудников ВСО, допущенных к телу и прочей охраны, указанный персонал не настолько предан Путину. Так вот, я предлагаю идею, а именно скинуться всем, как говорится, миром и объявить вознаграждение тому, кто предпримет действия, которые помогут арестовать Путина, либо иным способом отстранить его от власти. В общем, сделать так, чтобы он перестал представлять угрозу как международный террорист. То есть заинтересовать людей деньгами. Это как награда за информацию, которая поможет поймать нового Бен Ладена, например. Ну или, например, нового не до Гитлера, как хотите называть. Сколько получится собрать таким образом? Не знаю, но думаю, что желающих избавиться от Путина, как от руководителя России, будет много. Если каждый скинется понемногу, то это будет десятки или сотни миллионов, а может даже и миллиарды долларов. Очевидно, что окружение Путина из числа его друзей заинтересовать такими деньгами будет, наверное, сложно. Они и так все миллиардеры, но вознаграждение может заинтересовать лиц из числа персонала, например, может быть даже кого-то из охраны. Здесь есть один нюанс. Очевидно, что при определенных обстоятельствах, в зависимости от выбранного способа отстранения Путина от власти, с большой долей вероятности лицо, которое исполнит свой долг перед человечеством, возможно, не переживет этого и по понятным причинам. Поэтому необходимо гарантировать получение вознаграждения членам его семьи, либо же гарантировать перевод средств на те счета, которые укажет сам исполнитель. Организацией сбора пожертвований на это благое дело, с моей точки зрения, было бы правильным заняться, например, какому-нибудь фонду из Украины, возможно, службе безопасности Украины, или же находящимся в безопасности бизнесменам, общественным деятелям и так далее. Можно открыть специальный счет для этого, создать фонд, например, и что-то в этом роде. В общем, почему бы и нет. Мир нужно спасать от настоящих террористов, пока еще не поздно, и использовать для этого все методы. Вознаграждение за опасных преступников было действенной мерой во все времена. Если вам понравилась такая идея, ставьте лайк. Если вам идея не понравилась, ставьте дизлайк. Посмотрим потом, какое будет соотношение. В любом случае, делитесь этим видео и пишите свои мысли по этому поводу в комментариях под видео. Если, конечно, это безопасно для вас. Я и дальше буду выпускать свои видео, поскольку я вижу, что они вам нравятся, и, надеюсь, они приносят пользу. Ведь каждый должен делать то, что должен, и что он может делать. Поддержите мой канал, информацию об этом вы найдете в описании. Возможно, это поможет выпускать видеоролики намного чаще. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании к этому видео. Там много информации, которая обновляется каждый день. Ну и, как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет. Да нахера про цю войну говорить, это Путина нужно повесить и все, не хочет. Что это про цю войну?